На этот раз мы попробуем свои силы в очень необычном и странном направлении. Это антиреставрация. Силиконовая форма, эпоксидка, старинный дубовый стул. Да, все это в одном предложении и ролике. В общем, нет времени объяснять, приятного просмотра. В качестве подопытного я выбрал вот такой старый дубовый стул с ручной резьбой. Его мы и будем антиреставрировать. Итак, что же такое антиреставрация? На самом деле никто толком не знает, но впервые за этим занятием был замечен Андрей с канала Стройхак. Я лично спросил его, не против ли он, если я сделаю что-то подобное. Он любезно согласился и, как вы видите, даже заочно поставил лайк. И вот спустя год я принялся за работу. Сперва я вычислил самое слабое место. Его я и разбираю. В остальном стул довольно крепкий, а это соединение, как вы видите, кто-то уже реставрировал до меня гвоздями. Упс, ладно, это не страшно, так как ножка в дальнейшем будет полностью выполнена из эпоксидки. В общем, еще 15 минут, пару ударов киянкой, несколько раз слово упс, и все нужные элементы демонтированы. Все эти ненужные отверстия и следы былой реставрации гвоздями надо убрать, так как нам предстоит снять слепок этой ножки, для того, чтобы полностью повторить оригинал, но уже из эпоксидки. Для этого шлифуем ее со всех сторон, убираем все эти небольшие дефекты и в целом подготавливаем для грунтовки. А затем автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой, кстати, активатор тут специально сделан такого ярко-розового цвета, для того, чтобы было понятно, полностью ли он размешан. И если еще видны такие розовые разводы, значит, что надо еще мешать. Вот такая примета. Но, как вы видите, розовых разводов больше нет, поэтому я и заполняю ей все отверстия и полости. Спустя 10 минут, когда шпатлевка уже схватилась, но еще не высохла окончательно, все излишки проще срезать ножом. Намного проще, нежели потом сошлифовывать ее наждачкой, да и пыли меньше. Но без пыли тут никуда. И я довожу форму наждачкой до приемлемого вида. Следующим этапом грунтовка. На этот раз я буду использовать двухкомпонентный автомобильный грунт. Так как нам надо получить просто болванку для снятия формы, внешний вид ее не имеет никакого значения. Смысл тут такой: этот грунт заполнит мелкие поры, а крупные, которые и передают текстуру дерева, останутся. Поскольку форма ножки не совсем простая, я решил сделать вакуумную камеру для дегазации смолы на скорую руку, так что не судите строго. Для этого я взял вот такой обрезок трубы и замотовываю ободок по кругу, для того, чтобы закупорить ее с одной стороны. Вырезаем на лазерном станке 2 круга и 1 кольцо. Из них мы и собираем вот такую нехитрую пробку. После того, как клей высох, заливаем эту нишу густой смолой под названием Extra Honey от Artline, а затем опускаем туда обрезок нашей трубы. Крышка сделана из 10-миллиметрового стекла. Да, лучше, конечно, использовать оргстекло, но, как вы поняли, это вариант на скорую руку. Стекло я хорошенько смазываю разделительным составом, а на верхний обод трубы я наношу автомобильный шовный герметик. Это очень крепкая штука, именно им соединяют панели в машинах, а главное, он остается достаточно эластичным после высыхания. И, на мой взгляд, это просто идеальное решение для уплотнительной резинки. Ну и, как вы поняли, на герметик я кладу стекло. Именно той стороной, которая и покрыта воском, для того, чтобы придать уплотнителю идеальную поверхность. Тем временем ножка высохла и уже можно снимать с нее форму. В качестве опалубки выступает вот такая пластиковая труба, которую я и отрезаю по высоте ножки. Наносим все тот же разделительный состав как в опалубку, так и на саму ножку, для того, чтобы в дальнейшем не выгрызать силикон из формы.
На термоклей крепим ножку к пластиковому основанию, а затем фиксируем трубу. Берем силикон для форм и аккуратно по стеночке заполняем опалубку. Вообще, это мой первый опыт работы с силиконом, и я прекрасно понимал, что скорее всего будут косяки, нюансы и сложности. Но решил решать... кого-то мне это напоминает. Так вот, решил решать проблемы по мере их поступления. И забегая вперед, скажу, что они поступили. Спустя несколько часов открываем трубу при помощи универсальной открывашки. И вот они, долгожданные сюрпризы. Силикон не пролился полностью, и осталось несколько воздушных карманов, которые мы развоздушиваем и кладем обратно в эту же опалубку. Спустя еще несколько часов снова проверяем форму. Теперь вроде все окей. Но с уверенностью сможем сказать только после отливки смолой. А для этого нам надо извлечь ножку из формы. Этим я и занимаюсь. Как я только не пытался вытянуть заготовку, не разрезая форму, у меня ничего не получилось. Поэтому режем форму. После я зафиксировал форму скотчем и положил обратно в опалубку, для того, чтобы она была жестко зафиксирована. А теперь все по новой. Пластиковое основание, на нее форму и побольше герметика. А к тому времени шовный герметик высох, и наконец можно затестить вакуумную камеру. А пока я этим занимаюсь, у меня есть для вас интересное предложение. Чем же можно себя занять, пока весь мир заперт по домам? И на мой взгляд, ничего лучше, чем конструкторы от UGears, не может вас отвлечь. Да и к тому же праздники уже на носу. И такой конструктор — это отличный вариант подарка. Я всегда с удовольствием рассказываю о них, потому что лично собрал не один такой конструктор. Как вы видите, на этот раз я выбрал кабриолет, и моему удивлению не было предела. Вы только посмотрите на все эти подвижные механизмы. Даже не верится, что все это собрано и работает без всякого клея и исключительно из дерева. Такой конструктор 100% подарит уйму положительных эмоций. Мне, кстати, не так давно подарили вот такую модель, которая уже успешно собрана и, как вы видите, даже ездит. И это действительно отличный вариант подарка, так как благодаря широкому выбору вы без проблем сможете подобрать модель на любой вкус, возраст и пол. В общем, уверяю, что такой конструктор не оставит равнодушным никого. Сейчас на официальном сайте UGears проходит огромная распродажа и уникальная возможность затариться подарками перед праздниками с огромными скидками. Промокод и ссылка будут в описании. Так что прямо сейчас переходите и приобретайте в подарок себе и близким. А мы продолжаем. Для отливки ножки я использовал состав под названием Monolith 10 от Artline. По сути, его можно было и не дегазировать в вакуумной камере, так как все пузырьки выходят самостоятельно. Но в данном случае смола заливается в сложную форму, и пузырьки могут просто остаться в ней, упершись в потолок при подъеме. Поэтому я и решил лить уже дегазированный состав. Поскольку у стула отсутствовало само сиденье, нам надо его сделать. Стул целиком и полностью сделан из дуба. Его же мы и выбрали для сидушки. Сперва распускаем в нужный размер, а затем подготавливаем к склейке щита. И уже 3 этих заготовки нехитрым способом склеиваются в щит. А когда клей высох, нам остается распустить его в размер и придать нужную форму. Сперва отрезаем лобзиком, оставляя небольшой запас. А затем на двухсторонний скотч приклеиваем шаблон, который был сделан по форме стула. И уже опираясь на него, доводим форму до идеала. Для этого была выбрана вот такая копировальная или обгонная фреза от CMT. Очень удобная штука, так как подшипники у нее есть и сверху, и снизу. И как вы можете видеть, лезвия у нее расположены немного под углом. Как раз за счет этого, что она режет под углом, в итоге рез намного чище и без усилий. Пользуюсь ей уже давно и смело могу рекомендовать. И чтобы не быть голословным, вот вам наглядный пример. Именно так должна резать правильная фреза.
Как вы помните, мы занимаемся антиреставрацией. Именно поэтому в ход идет этот замечательный топор от фабрики Петроград. Ссылки на весь используемый инструмент и оснастку, как всегда, есть в описании. А я тем временем из идеального щита делаю щит с небольшим таким изъяном. Вот так вот, в самый раз. Таким же образом подготавливаем две другие детали, которые будут наполовину прозрачные. Теперь излом осталось немного состарить, так как после заливки смолой этого сделать уже не получится. Тут все просто: патина, морилка и финалем лаком, для того чтобы морилка не покрасила смолу в дальнейшем, и для того чтобы минимизировать выход воздуха из дерева. И уже теперь можно заливать смолу. Но предварительно избавляемся от пузырей при помощи вакуумной камеры. Для этих целей я выбрал состав под названием Wood Pro, поскольку объем заливки небольшой. Тем временем отливка ножки уже высохла, и я берусь за распаковку. Поверхность в итоге получилась матовая и непрозрачная, так как сама заготовка, с которой я снимал слепок, была матовая. Можно было бы покрыть ее глянцевым лаком, тогда и отливка получилась бы глянцевой. Но я понимал, что мне все равно придется доводить заготовку, так как, делая такую работу в первый раз, мелких нюансов не избежать. Поэтому я убираю косяки отливки, довожу наждачкой и в дальнейшем покрою все это глянцевым лаком. Но перед этим было решено собрать стул. Для этого мы и делаем соединительные элементы. А пока Андрей этим занимается, я напомню, что мы номинированы на премию «Лучший DIY-блогер». До конца голосования осталась неделя. Важен каждый голос. Если у вас есть желание нас поддержать, ссылку на голосование я оставлю в описании. Спасибо. Все соединительные элементы я фиксирую на эпоксидку, для того чтобы сохранить прозрачный вид. Последний штрих – это глянцевый лак. Именно теперь картинка проявляется. Если вам понравился проект, то лучший способ это показать – поставить лайк и написать комментарий. Также подписывайтесь на канал, очень скоро вас ждут глобальные и немного сумасшедшие проекты. Кстати, совсем недавно в своем инстаграме я выложил фотографию со своей безумной покупкой. Именно там мы обсуждаем, какая же связь между огромным бюстом Ленина, который я, к слову, купил для проекта, и эпоксидкой. Так что подписывайтесь и подключайтесь к обсуждению. Спасибо за просмотр и добра от топора.